Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Здесь мы говорим о программировании. Сегодня я хочу рассказать о применении чата GPT для программистов, об основных приемах использования, фишках. Никакой воды, только факты и практические приемы. Я не буду описывать процесс регистрации, так как для этого есть предыдущее видео, в котором я описывал основные особенности интерфейса, а также польза чата GPT в повседневной жизни. В этом видео я хочу сосредоточиться на плюсах чата GPT именно для программистов. Приступим. Открываем официальный сайт чата GPT. Он находится по адресу chat.openai.com. Сайт полностью на английском языке, но это не должно смущать, так как текстов мало и можно разобраться даже не зная английский. На странице несколько основных разделов. Слева находится кнопка для создания нового чата, а также список предыдущих сессий. Сейчас у нас нет ни одной сессии, но как только мы будем заполнять чаты, они будут появляться в колонке слева. Каждая сессия – это отдельная беседа с чатом, с ботом, при которой бот помнит и знает о контексте, и вы можете уточнять ответы и развивать тему. Между сессиями информация теряется. То есть то, что вы обсуждали в одной сессии, об этом чат-бот не знает при начале новой. Также, что еще есть? Есть основной раздел. Здесь находятся 4 кнопки для рекомендаций. На самом деле их можно игнорировать. Ниже форма ввода, то есть это стандартная форма ввода чата, примерно как в Телеграме или WhatsApp. Кнопка отправки и в принципе все. Также слева есть кнопка с именем профиля, с именем пользователя, внутри которой есть кнопка, чтобы разлогиниться, настроек. Откроем настройки. Тут минимальный набор. Можно изменить тему, то есть светлую, темную, либо автоматическую тему системы. Также удалить все чаты, то есть все сессии с колонки слева. У нас пока нет ни одной сессии, поэтому кнопка недоступна. Также можно выгрузить всю историю, но в данном случае это не важно. Также есть кастомные инструкции. Это преднастройки, которые позволяют дать чату GPT некую базовую информацию о нас, чтобы ответы были кастомизированы именно под наши интересы. То есть тут мы можем указать наш возраст, пол, откуда мы, какие особенности у нас есть. Например, какие языки программирования мы знаем. Нижнее поле отвечает за инструкции к формату ответа чата GPT. Например, в рамках программирования можно написать и попросить чат GPT отвечать на определенном языке программирования. Например, если наш основной язык C++, то можно попросить его выдавать программы только на C++, или, например, Java. Также стоит учитывать, что в идеале запросы чату GPT писать на английском, потому что тогда ответы будут более качественные. Но в целом это не настолько критично, то есть можно писать и на русском. К примеру, начнем с максимально простого запроса. Начнем на русском. Какой язык программирования выучить? Просто максимально общий вопрос. Так. И ChatGPT отвечает максимально также в общем, но с конкретными рекомендациями. То есть он предлагает Python, JavaScript, Java, C++, либо C-Sharp, Ruby, Swift и Kotlin. В целом можно его попросить уточнить с учетом ваших интересов и особенностей. То есть, к примеру, я немного программирую на Python.
Например. Так. Хочу выучить Java. Опять же, максимально простой запрос, пока без конкретики. Так, общие рекомендации по тому, как приступить к обучению. В целом, в таком виде это уже неплохо, но можно еще лучше. К примеру, мы хотим выучить Java, и у нас есть конкретный срок, например, за месяц. Так. Хочу выучить за месяц. Так. Попросим написать план. Пока пишем максимально прямолинейные запросы, но ответ уже интересный. То есть ChatGPT предлагает план конкретно по каждому дню в течение 30 дней, что в целом неплохо. Можно опять же уточнить больше, но чтобы узнать больше, я бы все-таки рекомендовал для начала, как я уже говорил, ввести какую-то информацию о себе. К примеру, так, допустим, мне 36. Так. Так. Я знаю Python. Так. И, допустим, попросим его в рекомендациях. Например, попросим его показывать все примеры кода на Java. Смотрим, что получилось. И следующий чат будем опять же писать уже на английском, чтобы результаты были более точные. Допустим, пишем, что я хочу изучить Java за 1 месяц. Я буду тратить 4 часа в день. И попросим его вернуть конкретный план. Так, получили информацию, и в ответе на эту информацию можно уточнить. Например, напиши мне детальный план для дня 1. Посмотрим, что он вернет. Так, он уже вернул максимально подробное описание, разбитое порциями от 2 часов и даже до 30 минут. То есть введение в Java, установка окружения, Hello World. Ну, допустим, попросим его написать Hello World на Java.
Так, видим ответ, то есть ChatGPT вернул фрагмент кода, который мы можем скопировать и даже выполнить. Также ChatGPT вернул пример, как этот код скомпилировать и выполнить, и описание. Можно попросить его, к примеру, уточнить, что значит каждый элемент в Hello World. Explain each word. То есть просим объяснить его каждое слово в программе Hello World. Получаем исчерпывающий ответ. Таким образом, мы можем углубляться дальше и дальше в любой новый язык программирования. И даже если вы не знаете еще ни одного языка, то это позволит достаточно за короткие сроки и при надлежащем усердии окунуться в мир IT и новую профессию. И при этом вам не надо платить огромные деньги за курсы, которые длятся от 6 месяцев и больше с непонятными результатами. Поэтому мое мнение, что ChatGPT для этого гораздо лучше. И как подтверждение, допустим, спросим ChatGPT, что я должен знать как профессиональный Java-программист, к примеру. То есть наша цель, допустим, выучить Java за 1 месяц. Что я должен знать, чтобы стать, допустим, Junior Java Developer? То есть у нас нет опыта в программировании, и мы хотим погрузиться в язык Java и через месяц уже попробовать устроиться куда-нибудь джуниором разработчиком. Смотрим. Так, ChatGPT вернул достаточно подробный план из 14 пунктов, последний из которых это поиск работы. То есть это в принципе все, что нам надо. Достаточно уточнять каждый пункт. Это основа Java. Структуру данных и алгоритмов очень важно. Библиотеки Java, API. Средства разработчика. Основы базы данных. Веб-разработка опционально. И другие разделы. Понятно, что такой объем данных освоить за 1 месяц достаточно сложно, но в целом это достижимо, и ChatGPT в этом может оказать мне большую помощь. Это один из способов применения чата GPT. Второй способ – это уже для более опытных программистов, как и помощник в подготовке к собеседованиям. К примеру, опять же, начнем новый чат. К примеру, спросим его, что я должен знать для прохождения интервью. То есть запрос такой: что я должен знать для прохождения кодового интервью? Смотрим. Так, что мы получили? Первый пункт – это структура данных, алгоритмы, практики решения проблем, сложность алгоритмов, объектно-ориентированное программирование, стиль кода, проектирование дизайна, дизайн проектирования и другое.
То есть каждый этот раздел можно уточнять отдельно. Например, какие базовые структуры данных так, я должен знать для кодового интервью. Так, получили, опять же, достаточно длинный список из 10 пунктов, который включает все основные типы структур данных, которые нужны для прохождения кодового интервью. Опять же, допустим, спросим его теперь про алгоритмы. Какие базовые алгоритмы нужны для прохождения интервью? Получаем моментально ответ со списком всех необходимых алгоритмов. Список получился достаточно большой, 14 пунктов, включающих алгоритмы поиска, сортировки, рекурсии, динамическое программирование, жадные алгоритмы и другие. Можно уточнять далее и далее по каждому пункту в отдельности. Также ChatGPT позволяет попросить все реализации базовых алгоритмов и структур данных на любом интересующих вас языке. Допустим, совсем небольшой пример. Допустим, что у нас есть? Есть алгоритм сортировок. Например, попросим его реализовать сорт. Так, implement quicksort. Смотрим. Так. Получили довольно много кода. Так. Обратите внимание, что код вернулся на языке Java. Это ровно тот язык, который мы попросили в настройках, в кастомных инструкциях. Также можно попросить его объяснить каждый шаг в этом алгоритме. В каждом алгоритме выше. Так, получаем, опять же, максимально подробный ответ, прочитав который, в принципе, уже можно многое понять. Также интересная особенность ChatGPT, что он помимо ответов на непосредственные вопросы позволяет также работать как и переводчик. То есть вместо использования того же Google Translate можно скопировать ответ и попросить его перевести. Желательно в соседнем окне, чтобы не засорять контекст. Translate into Russian. Все, и моментально получаем перевод, притом достаточно качественный. То есть проблемы с языком быть не должно. То есть помимо обучения и подготовки к кодовому интервью, изучения новых языков и решения каких-то проблем, связанных с программированием, ChatGPT позволяет еще и обучаться иностранным языкам. Так, следующая сфера, опять же, связана с программированием, это решение типичных задач для кодового интервью. Для этих целей наиболее хорошо подходит сайт, называется leetcode.com. Этот сайт является наиболее популярным для подготовки к кодовому интервью в наиболее крупные компании, такие как Google, Facebook, Amazon и другие. То есть попробуем найти какую-нибудь задачку здесь. Задача находится в разделе «Проблемы».
и выберем, например, первую задачу. Две суммы. Очистим предыдущее решение. Попробуем решить эту задачу с помощью чата GPT. Особо даже не будем вникать в текст задачи. Просто копируем условия. Создаем новый чат. Просто ему даем решение. Условия задачи. Опять же, получаем код на Java, который попробуем выполнить. Так. Соответственно, тут вместо Python выбираем Java. Так, смотрим по формату и именам переменных. Так. То есть тут функцию main нам не надо, нужен только вот этот кусок. Видим, что без малейших правок тесты прошли. Это уже весьма неплохо. Задача решена, притом эффективно. Мы видим, что достаточно хорошие результаты как по времени, так и по памяти. То есть ChatGPT позволяет решать разного рода задачи. И опять же, можно попросить его объяснить эту задачу более подробно. Ну, например, так, объясни мне решение. То есть ChatGPT по шагам описывает ход всего алгоритма достаточно подробно. И таким образом, даже если вы не можете решить какую-то задачу, то ChatGPT поможет вам, во-первых, ее решить, а во-вторых, понять ход решения и в дальнейшем научиться решать подобные задачи самостоятельно, что весьма неплохо. Следующий полезный прием – это уже не как человеку, который стремится устроиться на какую-то работу и только изучает программирование, а как для опытных программистов. Один из вариантов, к примеру, это решение и ответы на такие вопросы, с которыми вы не так часто сталкиваетесь, и, например, это является не вашей типичной сферой деятельности. Ну, к примеру, вы являетесь бэкэнд-программистом и работаете на одном из языков, например, Python, Java, PHP и других. И каким-то образом к вам пришла задача настроить либо изменить настройку Nginx сервера, то есть сервера для отдачи статики на фронтенде. Ну, к примеру, какая у нас задача? То есть есть у нас некий путь, URL, допустим, в таком виде, как будет наш сайт external.com. Это наш внешний сайт, который смотрит в браузер. И, например, у него такой формат. То есть что нам надо? Нам надо ссылки вида, допустим, external.com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нам надо преобразовать в наш внутренний сервис. Так, для внутреннего сервиса уже будет HTTP, так как он будет внутри нашей сети. И этот сервис, например, называется internal.com. И два числа 1, 2, 3, 4, 5, 6 это, допустим, какие-то get параметры. Допустим, А, Б. Так, у нас есть вот два таких урла. Нам нужно составить nginx config,
который позволяет ссылки формата первого урла преобразовывать и перенаправлять во внутренний сервис в формате второй ссылки. Так и напишем. Так, подготовь nginx config для редиректа допустим, в таком виде. То есть подготовь nginx config для редиректа ссылки формата 1 в формат 2. Посмотрим, какой будет результат. Так. И видим максимально простой конфиг, который уже в таком виде будет работать. На самом деле ChatGPT позволяет генерировать таким образом достаточно сложные конфигурации, притом различных сервисов, в которых вы не очень разбираетесь. То есть Nginx это один из вариантов. Их на самом деле множество. К примеру, многие не помнят все параметры и использование различных консольных команд. То есть, к примеру, например, вы хотите найти самый большой файл в определенной папке. Так. Так, то есть мы просим его написать команду, чтобы найти самый большой файл в какой-то папке на Linux. Допустим, мы этого не помним и не знаем. Получаем довольно хитрую команду, которая на самом деле несложная, если вы с этим работаете каждый день. Но если это не является вашей спецификой, то вы можете просто копировать команду, ввести в консоли и получить нужный результат. Что опять же неплохо. Также последняя сфера применения, которую мы рассмотрим сегодня, это помощь в ревью вашего кода. То есть вы можете скинуть ChatGPT фрагмент вашего кода, то есть какой-то класс либо метод, и попросить его поревьюить, то есть дать оценку, показать на слабые и сильные стороны и что можно улучшить. К примеру, попросим его отревьюить. То есть review my function. И напишем небольшую функцию на питоне. Функция будет для подсчета последовательности Фибоначчи. То есть это такая последовательность, при которой первые два числа это единицы, а каждое следующее число это сумма двух предыдущих. То есть это 1, потом 1, и следующее число это уже будет 2, а за ним будет 1 плюс 2 это 3. И так далее. То есть у нас будет такая функция. Пока не обращать внимания на сам код, посмотрим, что вернет ChatGPT. Так, по определению последовательности Фибоначчи возвращаем единицу, если n меньше или равно 2, иначе Фибоначчи n-1 плюс Фибоначчи n-2. Так,
Смотрим, что он напишет. Так, он пишет, что в функции есть ошибка. Так. Ну да. То есть, если посмотреть на мой код, то я n написал после закрывающей скобки. Соответственно, еще неверно. Он написал правильный код, так и пишет, что это рекурсивный подход для поиска последовательности Фибоначчи. Теперь попросим его превьють его. Так. Ему не нравится, что мы попросили его на Java, а это код на Python. Поэтому берем настройку с Java и снова перезапросим его с этим кодом. Так, он ответил правильным вариантом, аналогично как в предыдущий раз. Снова просим его поревьюить. Так. Просит отослать ему код, отсылаем. Так, теперь мы видим подробный ревью этого кода. Так. Первое замечание – это глубина рекурсии. В ряде случаев это может быть достаточно большой проблемой. И сложность этого кода из-за рекурсивного подхода является очень большой. Сразу же во втором пункте он предлагает способ это решить. Решением является такой подход, как мемоизация, то есть запоминание промежуточных результатов. И также третьим пунктом идет проверка на корректность ввода, что тоже неплохо. Так, и давайте попросим его написать максимально эффективный метод поиска последовательности Фибоначчи. Так, посмотрим, что он вернет. Так. Он вернул код на питоне и некоторое количество объяснений. Притом интересно, что в отличие от предыдущего кода, даже с учетом мемоизации, то есть вот этой переменной мема, в данном случае он вернул код не в рекурсивном, а использующем итеративный подход, как наиболее эффективный. То есть часто в коде рекурсия является достаточно наглядной, но затратным методом. Поэтому, если есть возможность, то итеративный подход, он на самом деле намного эффективней. Также тут же ChatGPT и показывает плюсы такого подхода. Так, на этом на сегодня все.
мы описали основные плюсы и фишки чата GPT для программистов. На самом деле это не полный список, способов применения гораздо больше. Каждый программист находит все новые и новые варианты использования в повседневной работе. Всем спасибо за внимание. До завтра.